3 игрока на выход из МЮ. Гвардиола может закончить карьеру. Бешеные финансовые запросы Альфонсо Дэвиса. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Манчестер Юнайтед готов расстаться с 3 игроками в ближайшее время. Манкунианцы готовы выслушать предложения по ряду именитых игроков, поскольку главный тренер Эрик Тен Хаг хочет, чтобы состав полностью соответствовал его подходу. По информации The Independent, для трансфера в зимнее трансферное окно доступны Казимира, Рафаэль Варан и Джейдон Санчо. Клуб проявит гибкость, если получит предложение по другим игрокам. Что касается Казимира, то Тен Хаг хочет видеть в команде полузащитника другого типа. Сам бразилец тоже склоняется к тому, чтобы покинуть МЮ. Отмечается, что только после продаж игроков Юнайтед приступит к покупкам новичков. Главной целью клуба является приобретение центрального защитника. Главным кандидатом на эту роль считается Жан-Клер Тодибо из Ниццы. Также манкунианцы могут подписать еще одну 8. Милан не сумел договориться с голкипером команды Майком Миньяном о продолжении сотрудничества. Об этом сообщает 90min. По информации источника, переговоры сторон не привели к соглашению. Французский голкипер поручил своим агентам начать поиск подходящих вариантов для смены клуба. На Миньяна продолжают претендовать ПСЖ и Челси. Отмечается, что повторные переговоры между руководством клуба и представителями футболиста начнутся не скоро. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, 45 миллионов евро. Альфонсо Дэвис требует повышения зарплаты по новому контракту с Баварией. По информации Sport-Bild, в начале года мюнхенская команда и Дэвис договорились о зарплате в 12 миллионов евро в год, при том, что по действующему соглашению защитник получает около 9. Однако после возобновления переговоров, которые были приостановлены после смены руководства в Баварии, требования Дэвиса по зарплате существенно возрастут. Как сообщает АС, канадец и его представители требуют 15 миллионов евро, что соответствует уровню самых высокооплачиваемых игроков Баварии. В противном случае Дэвис не будет продлевать соглашение. Срок его действующего контракта истекает летом 2025 года. Сообщалось, что на подписание защитника претендуют Реал, Манчестер Сити и Челси. Антидопинговая прокуратура Италии запросила 4-летнюю дисквалификацию для хавбека туринского Ювентуса Поля Погба, сообщает издание Ля Репаблика. В конце августа Поль сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила изначальный результат. В настоящее время 30-летний француз временно отстранен от футбола. Ранее сообщалось, что Ювентус сократит заработную плату Погба из-за положительной допинг-пробы до 2000 евро в месяц. В нынешнем сезоне полузащитник провел лишь 2 матча в рамках чемпионата Италии. Действующий контракт Поля с Ювентусом рассчитан до лета 26-го. Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола назвал условия, при котором он завершит карьеру по окончании нынешнего сезона. Если мы выиграем требл в этом сезоне, я уйду в отставку, это точно. Я знаю, что это чрезвычайно сложно. Сколько невероятных команд выступало в Англии, и только одна с Алексом Фергюсоном сделала это, и мы сами в прошлом сезоне, приводит слова Гвардиолы Daily Mail. Пеп возглавляет Манчестер Сити с 2016 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. Руководители Астон Виллы определились с ценой на бразильского полузащитника Дугласа Луиса, которым интересуются несколько топ-клубов АПЛ.
Бирмингемский клуб готов продать 25-летнего бразильца за солидные 115 миллионов евро, хотя эксперты известного портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 55 миллионов. Такой завышенный ценник должен отпугнуть потенциальных покупателей, среди которых называются Арсенал и Манчестер Сити. Стоит отметить, что действующий договор Луиса с Астон Виллой рассчитан до лета 26-го. Главному тренеру Барселоны Хави нравится нападающий Манчестер Сити Хулиан Альварес. 43-летний специалист рассматривает его как вариант на будущее, сообщает Спорт. Альварес перешел в Сити из Ривер Плейт в январе 22-го. Сумма трансфера составила 21,4 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028-го, а его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро. Джейдон Санчо может оказаться в Боруссии в результате обмена. Как утверждает Bild, спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель работает над сделкой, в результате которой Санчо может вернуться в Германию, а Дониел Малин перейти в Манчестер Юнайтед. Утверждается, что голландец нравится манкунианцам. Также по-прежнему возможен переход Санчо в Боруссию на правах аренды. Ювентус заинтересован в подписании Томаса Мюллера. Об этом сообщает Sport Bild. По информации источника, руководство Бьянконери внимательно следит за ситуацией с продлением контракта немецкого футболиста. В случае, если Бавария откажется от продолжения сотрудничества с легендой клуба, Ювентус попытается оперативно подписать полузащитника на правах свободного агента. Отмечается, что к игроку также проявляют интерес такие клубы, как Манчестер Юнайтед, Интер и Милан. Мюллер выступает за Баварию на протяжении 16 лет. Вест Хэм и Кристал Пэлас работают над подписанием нападающего ПСЖ Уго Экитике. Об этом сообщает Evening Standard. По информации источника, оба лондонских клуба заинтересованы в 21-летнем французском футболисте. Представители команд на данный момент готовят свои предложения как для ПСЖ, так и для игрока о личных условиях контракта. Экитике выступает за ПСЖ с прошлого года. Лейпциг призывает Тима Вернера найти себе нового работодателя. Как сообщает Bild, немецкий клуб настаивает на расставании во время зимнего окна. В 2022 году Вернер вернулся в Лейпциг после неудачной карьеры в Челси. Тогда представитель Бундеслиги заплатил за нападающего 20 миллионов евро.